Привет, 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 песеры, с вами Морж, и, как я и обещал, финал турнира сборными от самой большой турнирной группы в РУ-сообществе, турниры номер 1, располагаются они ВКонтакте, ссылка на них в описании и закрепленном комментарии, и в финале у нас встречаются два, в принципе, достаточно известных, в общем-то, в наших пес-кругах товарища. Сейчас вы на своем экране видите состав Рашида Ализаде. Спасибо большое за то, что он записал этот матч. Противостоять ему будет Игорь Конюхов. Его состав вы видите сейчас на экране. В чем прикол этого турнира? Выбирались сборные, и ты можешь использовать только игроков этой национальности. Да, так получилось, что в финале у нас Франция против Франции. Да и составы, в принципе, ну, сами видите, очень похожие, меняются буквально пару игроков. Хотелось бы, чтобы, да, была там условная Франция против Германии, или Англии, или Испании, или Италии, но сложилось вот так. Я уверен, ребята покажут замечательный футбол, вы это все дело поддержите, я тоже в этом уверен, ну а я это все дело прокомментирую, как обычно. Хочешь участвовать в турнирах? Переходи по ссылке, которая в описании, закрепив группу, следи за публикациями, когда будет регистрация на следующий турнир, регистрируйся, доходи до финала и попадай на мой канал. В общем-то, все как обычно. Ну а теперь давайте переходить к матчу. Ну что ж, погнали. Единственное, что могу сказать, ребят, матч получился длинным, но я уверен, при этом он будет очень даже интересным. К сожалению, не записал Рашид звук, да, это вот небольшой минус, все-таки звуки поля, наверное, хотелось бы, чтобы были записаны, но я надеюсь, я вас смогу, в общем-то, поразвлекать. Итак, Игорь у нас играет в синей форме, Рашид у нас играет в белой форме, ну, а футболисты все очень похожи. Пока что Рашид перехватывает мяч и начинает свою атаку, Кунде отдает на Дембеле, Дембеле не прорывается мимо Менди, кстати, прекрасный защищающийся защитник, я вам про него рассказывал, и потихоньку Игорь выстраивает свою атаку. Ищет свободных партнеров, пытается растянуть защиту Рашида. Куда идет передача? На Нкунку идет передача, но не доходит. И Нкунку, уже рашидовский, начинает атаку белой команды. Ну, тут просто Франция, сами понимаете. Мбаппе. Хорошо, передача. Сент-Максимин открывает счет. Очень даже быстро. 7-я минута всего лишь. При том, что Сент-Максимин не слишком хорошо играет головой, тем не менее оказывается первый на мяче. Ну и здесь, конечно, не забивать было грех. Ну, к вратарю претензий никаких, с такой дистанции голы, так сказать, не берущиеся. Вот так, очень даже быстро Рашид открывает счет, но вы знаете, Игорь играет в свой своеобразный футбол, и я уверен, отыгрываться он умеет, отыгрываться он любит, и спокойненько сможет это сделать. Но посмотрим, Рашид очень также опытный товарищ у нас в турнирах, поэтому смотрим. Ой, какая распасовка, ну тут уже в ворота, елки-палки, Игорь, что с тобой происходит? 10-я минута, Рашид уже впереди на 2 мяча. Ни хрена себе, я бы сказал. Это явная заявка на победу, причем посмотрите, как он замельчил с пасом, и что называется, игрок остался абсолютно один перед вратарем. Конечно, такой момент нужно было забивать. Да, Игорь, пожалуй, сейчас находится в каком-то так называемом футбольном нокдауне. Пока что это, конечно, не нокаут. Пока что еще очень много времени играть, всего лишь 12 минута у нас на табло, но тем не менее пропустить 2 мяча, причем очень быстрых, это, конечно, явно сбивает боевой дух и какое-то уныние вгоняет. Посмотрим, как Игорь, конечно, с этим справится. Дембеле пас по пяточкой отдавал на Кунде, мяч остается пока что у Рашида, снова была передача на Кунде, которую перехватывают защитники Игоря, и Сент-Максимин Игоря уже тоже начинает атаку. Нкунку выдирает мяч для своей команды, Дембеле, нет, пока что мяч остается все еще у синей команды, передача на Бензему, снова Дембеле, будет легкий набросик, нет, Нкунку, хороший должен был быть удар, но Чуамени блокирует его, господи, с этими фамилиями я когда-нибудь свихнусь. Передача на Дембеле на правом фланге, ждет он, пока партнеры подтянутся, и дожидается до того, что Канте забирает у него мяч. Ой, хорошая передача могла пройти на Бензему, немножечко не хватило, собственно, скорости, Варан мяч перехватил. Нкунку отдает нам Мбаппе подключает Сент-Максимина. Что будет здесь? Аккуратненький уход, снова попытался замельчить с пасом, но здесь уже защита справилась, и защитник синей команды стал на пути к мячу. Сент-Максимин синей команды отдает на Канте. Снова Канте белой команды перехватывает передачу от Канте с синей команды. Господи, это тяжело, честно вам скажу, ребят. И Канте синей команды начинает атаку свою уже. Бензема, передача
передача на Дембеле, здесь должен не прорываться, не получается. Не получается у Игоря пока что с пасом, и пока, к сожалению, у ворот белой команды опасных моментов не было. Ну, посмотрим. Полтайма у нас уже отыграно, 2 мяча уже забито, но Игорь пока почему-то зубы не показывает. Видно, что-то не получается, видно, что-то тяжеловато ему. Ой, а вот отличная передача на Нкунку, и все-таки Игорь открывает счет для своей команды. 1-2, я же говорил, отыгрываться он умеет, и я не сомневался, что без забитых голов он с поля не уйдет. Ну что ж, интрига возвращается потихонечку в наш матч. 29-я минута и 1-2. Всего лишь 1 мяч отставания. А вы знаете нашу игру, здесь может произойти все, что угодно, и буквально за 2, 3, 4 минуты. Как в первые 10 минут у нас влетело 2 мяча. Чумик отдает на Сент-Максимина, доходит передача, Игорь разворачивается, куда будет двигаться, действовать не получилось. Сделал он финт, да, выглядит эффектно, но не эффективно. Дембеле сносит Канате, и без нарушения. Сент-Максимин на левом фланге разворачивается, пытается Рашид перекрывать возможные варианты паса, отдает на Нкунку и начинает свою атаку. Дембеле, сразу начинается забегание, Нкунку, снова передача на Дембеле, есть время и развернуться, не слишком активно Игорь прессингует, но это стиль его игры. Дембеле прорывается, ошеломительная подача идет, но Мбаппе не оказывается первым на мяче. Вратарь мяч забирает, для него это было не проблемой. Ну что ж, наблюдаем за атакой Игоря, которая заканчивается на центре, собственно, поля. Не получилось развить что-то интересное, но получилось поиграть в перехват. Передача на Нкунку, да, будет он первый на мяче, отдаст, ну, по-моему, такое ощущение, что не на того пошла передача, на кого планировал Игорь. Тут, конечно, можно было разыгрывать, и можно было, собственно, сравнивать счет. Ошибка. Не вопрос, время еще есть время исправлять, так сказать, эту ошибку. Но передача снова на Сент-Максимина на голову, но здесь уже защитник оказывается первый на мяче и справляется с угрозой у своих ворот. Потихонечку подходит у нас к концу первый тайм, Нкунку отдает на Сент-Максимина, Канате здесь первый на мяче и спокойненько перехватывает мяч у своего соотечественника. Чумик в центре поля, есть время и подумать, и посмотреть, где забегают партнеры. Как видите, что у одного, что у второго не слишком уж активный прессинг. Я, допустим, когда играю, прессингую гораздо больше, но из-за этого, возможно, и пропускаю гораздо больше, потому что оставляю свободные зоны. Ни одной минуты не добавил судья у нас, ошеломительная подача Дембеле и сравнивает. Игорь все-таки сравнивает счет, второй тайм у нас снова начинаться будет в паритете. Бензема, конечно, просто выставил ногу, но оказаться первым на мяче тоже надо уметь. Я, если честно, почему-то мне казалось, что эта атака не завершится ничем и спокойненько будет свисток. Вот так вот, 4 мяча за первый тайм, сколько мячей будет во втором тайме, я даже представить боюсь, но при этом, посмотрите по ударам, 2-2 по ударам у Игоря, 3-3 по ударам у Рашида, то есть, по сути, все, что практически летело в ворота, все в эти ворота и залетало. Ну, интересно, как ребята проведут второй тайм и кто из них все-таки сможет называться чемпионом, который выиграл турнир сборными, с составами именно сборных. И Игорь перехватывает мяч, но здесь Канте, не Нкунку становится на пути, возвращает мяч команде Рашида, снова Нкунку, посмотрите, как он отрабатывает в защите, прямо молодец, хорошая очень, да, у него карта от сборной Франции. К сожалению, других карт, там, типа команды недели или еще чего-то, у него, как я понимаю, нету. А там могло бы быть еще интереснее, если бы ему, например, позицию сменили. Канте отдает на Чумика, тот подключает Дембеле по правому флангу и сразу же пытается найти быстроногого Мбаппе впереди. Мбаппе, конечно, быстроногий, но здесь на передачу он не успел. Снова в атаке Игорь, Дембеле на правом фланге подключает Гризика, Гризик отдает снова на Дембеле, будет подача, конечно, будет ошеломительная подача, Сент-Максимин вбивает мяч в ворота. Вот так вот. 0-2 Игорь горел, а теперь 3-2. И теперь Рашиду уже нужно отыгрываться. Как быстро у нас все меняется, и как важно не опускать руки после пропущенных мячей, сражаться до конца, доигрывать до конца, потому что всегда игра может, так сказать, дать тебе удачу и позволить тебе сравнять счет. Ну и, конечно же, кроме игры, тут, конечно, могло бы быть опасно. Ну и, конечно, кроме игры, многое решают руки, опыт, а вы сами знаете, Игорь у нас уже не первый раз в финале.
И, ну, Рашид тоже уже был, вот, ребята оба опытные и знают, как тыкать пальцами в экран телефона, чтобы результат был хорош. Мбаппе будет прорываться, пытался прорываться, но Варан справляется с этой угрозой, отдает вратарю, куда будет Игорь развивать атаку. Кунде он подключает на правом фланге, Кунде отдает на Дембеле, но Дембеле один, а тут 3 игрока белой Франции, у нас есть синяя Франция и белая Франция. Передача на Дембеле, но здесь Эрнандес не справляется. Я думал, Эрнандес заберет сейчас мяч, снова идет прострел. Отлично разыграно. Эх, чуть-чуть Максимин не попал, собственно, в такт. И если бы сразу наносил удар, да, было бы очень опасно. Но хорошая передача, такая именно прям зрячая, прям выверенная. Игорь здесь, конечно, очень хорошо следит за полем. Мне, в принципе, нравится, как он играет. Я не раз это говорил. И мне нравится, вот, как действует он, как действуют его мысли и какие результаты, конечно, это все дело приносит. Итак, у Рашида выходит Гризи, выходит Коман и выходит Бензема. И вот так вот Рашид меняет атаку. Посмотрим, кто выйдет у Игоря. Я тоже думаю, он сделает замены. Давайте за этим всем, конечно же, проследим. Ну что по заменам у Игоря? Так, Коман, ну, это у Рашида замена. Коман, Рабьё на Чуаméни, это Игоря замена точно. Дембеле, Диаби, Игоря замена. И кто еще? Кунде на Мукелеле. Ну, вы поняли, я не знаю, как его фамилия читается, просто по-честному. Это тоже была Игоря замена. Вот так вот он решил усилить свою команду. Ну, тут скорее больше на поддержание центра поля были направлены замены. Коман выносит мяч, но мяч снова у игроков Игоря. Варан хорошо отдавал, но здесь слишком много игроков противника, и Канте начинает контратаку своей команды. Ну, с другой стороны, и игроков Франции здесь, ну, синие, я имею в виду Франции, конечно, тоже очень много. Кунде, серьезная ошибка, вот здесь вот Коман мог наказывать, если бы немножечко быстрее двигался, а у Кунде так прокидывать мяч нельзя, тем более перед своими воротами. Могло быть опасно, но пока что 70-я минута. Игорь ведет, Игорь у нас впереди, но Рашид огрызается, я уверен, огрызнется еще и не раз. Тут игра будет идти до первой ошибки. Варан выносит мяч, но снова мяч у синей Франции. Диаби не получается развернуться, Бензема мяч перехватывает, но партнеров нет, партнеры не успевают, не успевает раскрутиться эта пружина и убежать в хорошую контратаку. Эрнандес мяч перехватил, передача на Комана, вот, пустой фланг перед ним, Варан будет прессинговать, как будет разыгрывать Рашид, давайте смотреть, Бензема пяточкой, хорошо, конечно же, обратно на Бензему, это гол без вариантов, хорошо разыграно, наконец-то раскрутилась пружина контратаки. Отличный пас пяток, естественно, сразу же забегание, и я не совсем понимаю, как защитник здесь этот мяч пропустил мимо себя, мне казалось, что будет перехватывать. Конечно, Бензема из такой убойной позиции счет сравнивает. Итого 3-3, 6 мячей, 72-я минута, хрен его знает, что будет дальше. Чую, надо было с собой рядом стаканчик воды поставить, потому что говорить все время это достаточно сложно, тем более держать постоянный темп. Итак, на правом фланге у нас развивается атака, мяч подхватывает Диаби, подача, Мбаппе, ну тут слишком уж большой угол, но при этом, смотрите, вратарь намертво не берет мяч. Мне казалось, что и позиция неудобная, и угол достаточно большой, но, тем не менее, вратарь намертво мяч не берет, и у нас будет угловой. И Игорь угловые разыгрывать умеет. Давайте смотреть, что у нас будет здесь. Вратарь играет на выходе, Рабьё мяч подхватывает, пробивает поворотом, но Рабьё, конечно, у нас не супер убийца, мягко говоря, неплохой, хороший даже, можно сказать, такой игрок с центра поля, но, конечно, не дотягивает, мягко говоря, до топов. Был бы там какой-нибудь условный Джерард, на этом ударе вполне мяч мог и залетать. Удар от ворот, давайте смотреть, борьба. Бензема пытался выиграть для своих партнеров по команде мяч, но не получилось. При этом срезка, Рашид начинает контратаку. Бензема, ой, какая хорошая передача, немножечко бы сильнее, чтобы Коман за счет скорости мог вырваться вперед, и атака, конечно, могла быть очень даже опасная. Менди отдает мяч на Комана с синей команды. Передача на Менди, Гризи, конечно же, сейчас будет подключать Коман. Нет, не Коман, а вот так вот даже Игорь разыгрывает. Мне казалось, Коман сразу будет подключаться, но нет, через центр, потом все-таки Коман. И Рашид мяч перехватил. Давайте смотреть, Коман белой команды подключает Эрнандеса. Эрнандес разворачивается, неудобно отдавать вот так, конечно, передачу. Бензема пытался с Команом разыграть стеночку, но Рабьё становится на пути к мячу, а Коман особо и не побежал никуда, в принципе.
Почему-то решил он не двигаться вперед. Меньше 7 минут у нас остается до финального свистка, и пока что счет 3-3. Хрен его знает, хрен его знает. Здесь реально сейчас ошибка и победа, либо ошибка и поражение. Играть нужно очень внимательно. Снова идет верховая передача. Канте здесь будет первый на мяче. Белая команда начинает свою атаку. Вот он, Коман. Перед ним пустой фланг. Есть еще Менди. Вот здесь нужно как бы и перехватывать передачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Да, четвертый мяч залетает Игорь в ворота. Вот классно все Рашид сделал, действительно классно, с паузой, все вовремя, хорошая передача, Дембеле в падении забивает мяч в ворота. Ну, наверное, это победа, 4-3, Рашид у нас впереди, у Игоря слишком мало времени, буквально 2 минуты остается до конца, да, будет, конечно, это минуты 4 добавленных, тем не менее, будет что-то сделать сложно. Ошеломительная подача идет, вратарь выходит, секунды тикают, времени слишком уж мало. Вынос мяча. Тут Дембеле будет бороться за мяч для своей команды. Сохраняет он мяч для Белой Франции. 2 минуты всего лишь добавил арбитр, а 7 мячей забито. Перехват от Игоря. Наверное, это будет последняя атака. Игорь, или сейчас, или никогда. Или ты сейчас забиваешь, или, собственно, ни хрена себе. Вот так, 92-я минута, и Игорь снова отыгрывается. С 0-2 отыгрался. И сейчас отыгрался в такой нужной атаке, в последней атаке. Вот буквально немножечко Рашиду не повезло. Сдержал бы эту атаку, был бы финальный свисток. А так, финальный свисток уже звучит после развода мяча с центра поля. Ну что ж, 4-4, 7-6 по ударам у одной команды, 4-4 по ударам у другой команды. Статистика охренеть, если честно. И Рашид с Игорем решили нам подарить еще и дополнительное время. Итак, будут, наверное, какие-то замены. Выходит Рабье у Рашида. Кто еще будет выходить? Повар на правый фланг выходит. И кто? Ну и все, да, вроде бы 5 замен, правильно, 5 же. Ну, уже все. 6 замен даже. Я понял, да, из-за того, что дополнительное время. Фекира, неужели ты будешь выпускать? Ну, интересно. Фекира пока не выпустили. У нас выйдет только Повар и Рабье. Ну, давайте смотреть еще. Возможно, Игорь тоже какие-то замены сделает. И нам сейчас это расскажут. Так, это замены Рашида, Рабье на Чумика. Кунде, Повар тоже замена Рашида. И Игорь, судя по всему, замены пока не делал. Ну, интересно. Передача на Комана, на левом фланге он. Повар мяч перехватывает. Передача на Дембеле. Дембеле теряет, к сожалению, мяч. И снова атака Игоря. Давайте смотреть. Ну, скорее всего, будет ошеломительная подача. Нет, разворачивается. Пытался прорваться через Варана, но, к сожалению, не удалось ему это сделать. Так, Рашид начинает снова свою атаку. Рабье здесь мяч перехватывает. И Игорь будет разворачивать свою пружину. Не совсем получается перехватить мяч. Есть передача на Мбаппе, но здесь его сжирают просто соперники. При этом, кстати, вот удивительно, фолов, посмотрите, фолов вообще нет. Вот реально, оба играют, и фолов нет вообще. Ни штрафных, ничего. Эрнандес подключает Канте. Сразу же передача на Бензему. Нет, конечно же, здесь Варан становится на пути к мячу, хотя скорее мяч в него просто попал. Передача на Комана. Повар справился. Повар у нас свеженький. Дембеле. Снова Бензема. Тут пробивать надо, пробивать. Эх. Вот первый удар все-таки хоть что-то вратарь потащил. А я уверен, что Рашид уже видел мяч в воротах Игоря. Убойная позиция, убойный форвард. Но здесь вот буквально просто не повезло. И вратарь потащил. Будет у нас угловой. Подавать, скорее всего, будет правоногий футболист. Почему-то мне так кажется. Давайте смотреть, кого Рашид выберет. Ну, естественно, правоногий, потому что, я не знаю, вот я точно так же переставляю, мне кажется, так подачи гораздо удобнее идут. Повар навешивает на Варана, не получается у Варана пробить головой, тут Варан у нас уже даже подключался на угловой. Я не люблю центральных защитников, если честно, подключать, потому что они потом не всегда успевают возвращаться, и оно мне надо, чтобы у меня была дырка в обороне. Удар от ворот, 100-я минута у нас уже идет, 5 минут до конца первого дополнительного тайма. Канте отдает на Комана, Коман разворачивается, есть время и развернуться, и побежать, но Гризман отыгрывает в защите, да, у нас в PES бывает и не такое, Гризи отыграл в защите, Гризи начинает атаку своей команды, но порется на пасе, мяч попал в Менди, и Рабье уже начинает атаку синей Франции. Снова Рабье, Мбаппе, передача на Гризи, сейчас будет подключение фланга, скорее всего. Нет, центр, но здесь защитник просто сжирает Мбаппе, и атака белой Франции у нас тоже начинается. Эх, не получится, Коман не проскочит, к сожалению, и судья не дает завершить атаку для Рашида. Итак, 5-5 по ударам, 7-6, и 4-4 у нас на табло. Был очень-очень опасный момент у Рашида, к сожалению, Бензема не справился с возложенными на него обязанностями, и
В общем-то, мяч не забил. Ну, посмотрим. Еще 15 минут у нас впереди. Забить может и один, и второй. Ну, а может быть, это вообще все уйдет в серию пенальти. Почему бы и нет. Гризи прорывается к воротам. Есть время и развернуться. Аккуратненькая передача на Мбаппе. Но защитник блокирует удар. Ой, как красиво пяткой на Рабьета отдал. Ой, просто, ой, красотень. Мбаппе пробивает. Ну, удар слабый. Здесь, конечно же, вратарь должен был справляться. Он, собственно, и справился. 11 минут у нас до конца второго дополнительного тайма. Передача на Бензему, дойдет до Бенземы мяч, снова Коман, но много игроков противника, не получится. Кстати, первый фол, да, по-моему, в этой игре у нас происходит. Собственно, аж до 110-й минуты ребята показывали максимальное джентльменство, не фалили на игроках друг друга, и сейчас у нас первый штрафной. Разыгрывать решил его Рашид. Эрнандес отдает на Гризи, ошеломительная подача. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не получилось впихнуть мяч в сетку ворот. А шансы были, это могло очень даже быть опасно. Варан здесь выносит мяч. Немножечко нужно сбавить темп, потому что если сейчас поспешить, так сказать, могут быть очень плохие последствия. Передача на Бензему, сразу же подключение Гризи. Снова Бензема, не получится прорваться. Бензема не настолько ловкий форвард, чтобы уйти с мячом. Хотя я понимаю, что Рашид, в принципе, задумывал этим маневром сделать. Канте перехватывает здесь мяч, снова Рашид у нас в атаке, и 4 минуты, всего лишь 3 минуты уже остается до конца второго дополнительного времени. Игорь мяч перехватывает. Ну что, снова гол на последних минутах. Сможешь исполнить. И спокойненько заберешь кубок, призовые или что у вас там сейчас в награду, я, если честно, даже не знаю. Наверное, бабки. Это только Азиз у нас больной человек, который настолько любит футбол, что готов в него играть даже и на руле, и кубки делать, и вообще молодец на самом деле. Нет, это вызывает только респекты. Азиз подходит ко всему с душой. Что ж, звучит финальный свисток. У нас 4-4. Статистику вы видите на своем экране, и ребята будут решать, кто из них чемпионом, к сожалению, по пенальти. Пенальти все-таки это лотерея. Здесь угадал, не угадал, ты не можешь знать соперника, ты не можешь другими качествами какими-то обладать. Что ж, Игорь бьет первый удар Игорь реализовывает. И игрок Рашида сейчас подходит к мячу. И там пробивает у нас первым Коман. Решает бить в правый угол ворот, куда пойдет вратарь. Никуда не пойдет вратарь остался по центру. Пока 1-1. Диаби у мяча. Игорь будет пробивать куда? Опять правый угол ворот, вратарь идет в левый, и, к сожалению, с мячом расходятся они в разные стороны. Дембеле Рашида будет тоже пробивать в правый угол, не знаю, нет, опять Игорь оставляет вратаря по центру. Я, кстати, сам на самом деле часто бью по центру, поэтому, если со мной когда-то будете играть и дойдем до серии пенальти, лучше оставлять. Мбаппе, не реализовывает Мбаппе свой удар, вот и первая оплошность, посмотрим, воспользуется ли ей Рашид. Бензема у нас у мяча, удар в правый угол, разводит Бензема вратаря и мяч по разным углам, и Рашид выходит вперед, 3-2. Ну что ж, Игорь, тебе сейчас нужно тащить, а время уже не то. При этом второй удар Игорь, к сожалению, запарывает Гризи, тоже не справился. Ну что ж, Рашид, 1 гол, и ты победил. Посмотрим, сможет ли твой Гризман? Сможет его Гризман принести победу белой Франции. Что ж, поздравляю, Рашид, тебя с победой. Отличный матч, спасибо огромное, что его записал. Игорь, не расстраивайся, я уверен, ты будешь еще 150 миллионов раз в финалах. С твоей игрой финалы для тебя это дом родной. Ну и вам, зрители, спасибо огромное, что смотрели. Полезные ссылки в описании, закрепленном комментарии. В турнирах хочешь участвовать, ссылка там же. Переходи в группу, общайся с администрацией, читай посты. В общем, я уверен, что ты с этим всем разберешься. Ну а я, ребят, на этом прощаюсь. Как всегда, Морж, надеюсь, немножечко скрасил ваш субботний день. До новых встреч, пока-пока.